Общий расклад Таро, онлайн-гадание на картах Таро на мужчину, на отношения, на мысли, чувства, планы, действия. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. И сегодня мы с вами проведем онлайн-гадание на отношения. Настройтесь на себя, на свою ситуацию. Это полное потоковое чтение, без темы. Просто вот что скажут карты Таро о загаданном вами мужчине. Возможно, это тот человек, которого вы знаете. Возможно, это тот, которого вы не знаете. Или вы думаете, что вы его знаете, а на самом деле выяснится, что вы чего-то не знаете. Давайте посмотрим ситуацию. Крест. Есть трудности, проблемы в отношениях. И я не исключу, что эти отношения, они у вас судьбоносные, кармические. То есть, в принципе, мужчина такой дан судьбою, но как испытание, да, вот так. Постоянное волнение. Может быть, снится вам, приходит либо во снах, ну, либо заставляет волноваться вас, да, периодически. Может быть, вы с ним что-то обсуждаете, и, скорее всего, вас могут обсуждать. Учитывая крест с птицами, ну, как минимум, этот мужчина, он доставляет вам много проблематичных ситуаций и волнений. Так, пока. Любите вы его, ну, вы, возможно, рассчитываете на взаимность. Центральная карта. Валет червовый, любовь или сердце. Ну, так могу сказать, что ваша любовь, она как кармическое испытание, как кармический узел. Эти отношения однозначно трудные и волнительные. Да, есть пиковая дама, но как бы, возможно, вы волнуетесь, переживаете по поводу, есть ли у него кто-то еще, потому что пиковая дама либо говорит о вашем одиночестве и желании сохранить эти отношения, либо о наличии конкуренции, да. Башня. Мужчина высокий, заметный, желанный, долгожданный. Вы к нему идете, может быть, даже не один год уже. Ну, то есть, такой долгий путь к этому мужчине. Он важный для вас, может быть, и важной персоной как таковой. Учитывая то, что здесь уже 5 карт, давайте шестую, как обычно, посмотрим, что духи говорят. Но духи говорят, сейчас может быть у вас пауза в отношениях. Но с другой стороны, духи говорят, что этот мужчина надежный, стабильный и никуда не торопящийся. Но такой, я сейчас скажу, что он тормоз, но по-хорошему тормоз. Если вы смотрите на будущего мужчину, судьбоносного мужчину, ну, я вам скажу, что, возможно, в вашу жизнь идет мужчина судьбоносный, долгожданный и надежный. И давайте все-таки я этот расклад сегодня проведу, вот учитывая ту фабулу, которую мы здесь увидели, в контексте мужчина, который дан вам судьбою, который идет в вашу жизнь, мужчина, с которым вы достигнете чего-то высокого, важного, большого, грандиозного. Мужчина, который займет важное место в вашей жизни и останется в вашем сердце навсегда. О как! Поэтому сегодня гадаем по фабуле на долгожданного мужчину вашей мечты, кто он, где, когда и так далее. И теперь давайте посмотрим, коли уж такая тема, раз пошла такая пьянка, да, доставай еще баян. Давайте посмотрим крест. И вот сразу же крест напрашивается спросить. Этот мужчина, который дан вам судьбой, когда он появится, при каких обстоятельствах? Что будет происходить в вашей жизни,
крест, да? Что такого будет происходить, когда появится этот человек? Ой, хорошая очень карта. 6 жезлов. Когда будет победа, перемога, точніше. Победа никогда не будет, будет перемога. Поэтому смотрите, когда появится этот мужчина в вашей жизни, когда вы осознаете, что происходит что-то в вашей жизни, что вопреки всему происходит уже. То есть вы будете настроены превозмогать даже себя. Ну и он появится, когда вы сможете превозмочь самого себя в своих энергиях. То есть ваши энергетики будут на максимуме. То есть вы достигнете чего-то в своей жизни и поймете, что ваше достижение – это тот знак, который позволяет впустить этого мужчину в своей жизни, в свою жизнь. Ну и, соответственно, вы притягиваете к себе мужчину с амбициями, успешного, победителя, да, переможца. Ну и человека, который стремится к чему-то в своей жизни, тоже превозмочь себя и где-то, возможно, быть немножко лучшей версией самого себя. Ну и еще такое ощущение у меня из этой карты, что у вас будет ощущение, что вы освободились от чего-то, как будто бы ваша жизнь, может быть, матрица судьбы перезагрузилась, да, вам легко дышать, вы будете чувствовать легкость, ну и состояние піднесення, да, вознесения в вашей жизни будет царить, да, преобладать. Что подскажет вам, что это именно он? Смотрите, как коптит свечка, да? Что вам подскажет, что это именно он? Именно подсказка, что это он. Что будет знаком, может быть, что это он? А вы почувствуете, что с ним или рядом с этим человеком вы хотите продолжать, вы хотите еще, вы хотите идти дальше. 3 жезлов. Вы хотите достигать результата. Смотрите, 6 жезлов и 3 жезлов дает в сумме 9 жезлов. 9 жезлов – это успех, достижение результата. То есть вы почувствуете, что с ним открываются перспективы. То есть это будет перспективный человек. И знаком для вас это будет, возможно, поездка на дальние расстояния, на ближние. Возможно, это будет какой-то переезд. И вы будете искать возможностей постоянно, да, и вы подумаете: о, это возможность, это шанс, это вариант, это будущее. То есть вы посмотрите с этим человеком, как будто бы что-то из будущего открывается для ваших возможностей. Вот так вот. Хорошо. А что скажет и как отреагирует с самого начала ваше сердце на этого мужчину? А вы не захотите его отпускать. Вам сперва будет непонятно это чувство, как будто бы вы запутались. Но потом вы скажете: о, это мое. О, это мой мужчина. Да, вот вы, знаете как? Вы почувствуете и поймете, что это перспектива, и в сердце вот как будто бы вы не захотите его отпускать. О чем вы будете думать в момент, когда будет приходить это осознание и ощущение в вашем сердце? Какие мысли у вас будут? Вот они, мысли. Смотрите, 8 пентаклей. Хочу... 7 пентаклей. Нет, а в мыслях, а может быть это не мой, это 7, извините, 7 пентаклей. А может быть это не мой. А вдруг это не мой? А вдруг мне показалось? То есть вы не уверены будете. И смотрите, ваш разум по сравнению с вашим сердцем, вот сердце не обманешь, да?
Сердцу не прикажешь, но сердце и не обманешь, да, как-то так. С одной стороны, сердце понимает, что я его отпускать не хочу, а разум будет сомневаться. Вот запомните этот расклад, да. То есть, возможно, вы когда-то проиграется у вас это. Хорошо. Смотрите. Башня, она иногда говорит о идеалах каких-то, но иногда и о сроке достижения, да. Но все равно, вот чем он вас зацепит, да, вот возьмет на крючок. Чем он вас возьмет на крючок? Ну, вашей луной, вашей загадкой, вашей душой, глубиной души. Но больше это женские чары. Поэтому вот прямо сейчас поставьте на паузу и подумайте, что является вашими женскими чарами. Можете написать комментарий, и тогда вы точно однозначно получите плюсик не только к карме, но и к своим женским чарам. Поэтому, если хотите плюсик к женским чарам, пишите комментарий. Окей, но это женские чары, то есть вы его своей загадочностью. Но смотрите, не переборщите, потому что иногда женщина-загадка превращается в луну. Окей. Вот в чем его надежность для вас будет и чего действительно вам не хватает по жизни от мужчины. Как раз вот и проверим сейчас. Его надежность. С ним будет легко. Возможно, с ним будет настолько легко, насколько и весело, и беззаботно, и вы не будете с ним ни о чем думать. Ну, вот потеряете разум. В хорошем смысле этого слова. Вы не сойдете с ума, но по-хорошему потеряете разум. Хотите потерять разум по-хорошему? Вот настройтесь на эту карту. Она теплая, она беззаботная, она чистая. Но знаете, что учитывая то, что здесь Луна и дурак, у вас есть риск сойти с ума. Поэтому, если вы ищете нового партнера, нового мужчину, с которым хотите, вот, чтобы он стал судьбоносным для вас, вы должны быть чисты с собой, внутри себя, со своими энергиями. Эта комбинация очень сложная на самом деле. И говорит о том, что вам с ним будет классно, если... И вам будет легко, и очень весело, и радостно. И ни о чем не будете думать. Если старая Луна или предыдущая негативная энергетика будет очищена, вам надо в ноль выходить. Вам надо быть готовой, чистой, очищенной. Вот как бабочка. Смотрите, вот здесь эти две карты, они соседние, да? И дух вам говорит, и на дух, на карту духа, на место, на позицию духа выпадает дух. Ты должна уподобиться духу чистому, свободному, вольному, энергию огня прошедшему, освободившуюся энергией огня. Вот тогда, вот как у меня огонь сзади горит, да, вот так и у вас должно быть. И, кстати, вы открываете себе путь к загаданному мужчине, к новому причем. Имейте в виду, этот мужчина будет в этом раскладе новый. Вы этого человека, скорее всего, еще не знаете или не знакомы. Это не бывший и так далее. То есть это кто-то новый. Окей. Хорошо. Какой характер будет у вашего мужчины? Давайте посмотрим. Характер вашего мужчины. Вот шестерка жезлов, она больше о харизме, да? Ну, давайте о характере спросим. Ну, смотрите, сегодня настраиваю вас на позитив, щедрость. Основная его черта – это щедрость. Крысы вообще-то очень плохая карта, но мы сегодня гадаем на позитив с вами, поэтому будет щедр с вами. И крысой вы его точно не назовете. Хорошо. Какие перспективы открываются с этим человеком у вас?
Медленное, но уверенное движение вперед. Ну, а если вы застряли, вы чувствуете, что вы по жизни застряли в какой-то, может быть, в каком-то болотце, да, ну или вам кажется, что вы застряли, ну, тогда этот человек придаст вам импульс, и вы будете чувствовать себя защищенной. То есть, это перспективы движения вперед, прорыва, ускорения и ощущение, что вы спокойно идете в ту перспективу, в которую вы стремились. Хорошо. Чем вам придется платить за это? Давайте посмотрим, почему. Вот четверка пентаклей – это я беру, принимаю и не хочу отпустить. Но так не бывает, так не работает. Вот что вы или чем вы должны заплатить за него? Где-то своей свободой, а где-то наоборот своей несвободой. То есть свободой. И тут нужно будет понимать, если вы свободны, то не свободой будете платить, а если вы не свободны, ну, вам придется освобождаться. Но ваше восприятие мира и реальности, оно должно будет выйти за грань. Поэтому этот человек поменяет вашу точку зрения на материальный мир. В хорошем смысле, я думаю, что да. Давайте теперь посмотрим. А вот этот мужчина, которого вы встречаете, вот он повстречал вас, и появились у вас какие-то сомнения. А у него будут ли сомнения? И если будут, то в чем? Он тоже может начать сомневаться, и сразу же вы можете показаться ему опасной и агрессивной. Вот поэтому Луну нужно с себя и снимать. Видите, не просто так я поднимал эти две карты и говорил вам, что вам надо заходить без негативных энергетик. Поэтому работайте со своей мягкостью, женственностью, отсутствием агрессии и, возможно, своей позицией. Это позиция дамы треф или королевы жезлов или овна, льва, поэтому не спешите казаться быть опасной, не фыркайте и не защищайтесь агрессивным способом. Постарайтесь проявить как можно большую открытость и мягкость. Вот эти две карты. Да, улитка больше мягкая, а крыса тоже больше, ну, как бы к открытости, да, какой-то. Что для него может стать максимально непонятным? Вот в чем суть этой загадки, да? Загадочности. Ну вот он может вам не доверять. Возможно, это его прошлый опыт. Но, возможно, это ваш паттерн поведения, где, не доверяя новому или привыкнув не доверять другим и быть постоянно там охотником, выживание постоянное ваше, да, вот этот вот момент может привести к тому, что и не доверяя миру, мир будет вам зеркалить и не доверять в ответ вам, да. С этим нужно быть очень аккуратно и не хитрить. То, что я говорил, вот чистота, да, вот хитрость. Будьте честны с собой, и тогда внешний мир будет обязательно честен с вами. Поэтому в чем он вам может не доверять? Да в чем угодно. Особенно если будет чувствовать, что вы с ним хитрите, да. Что новое входит сразу же, вот, что входит новое в вашу жизнь, да, по этой карте. То тут прям солнце, новая жизнь. Что новое входит в вашу жизнь с ним? Новая жизнь входит. Прекрасно. Новое видение мира, новый мир, новые энергии этот человек несет. Он несет вам радость, успех, деньги. Но кто ищет здоровье, тут может и здоровье. С человека можно найти здоровье. Если ты меняешь точку зрения на жизнь, энергетики, а сбрасываешь с себя балласт уходящей луны прошлого, это все можно получить. Можно получить то, во что вы не верите.
Нужно просто быть готовым. И нужно просто по-новому смотреть, да, и тогда у тебя ждет успех. В чем этот человек может быть ненадежный? Где с ним нужно быть предельно аккуратным, особенно на начальном этапе, и в будущем постепенно, да, аккуратно. В чем он? Крыс проверим, его крыс. Но здесь дело даже не только сколько в нем. Во-первых, он может разбить вам сердце. Может по этой карте. Но опять-таки, смотрите, этот человек может вам и не доверять из-за того, что у него был прошлый опыт неверности. Поэтому, знаете, как ты к миру, так и мир к тебе. Будешь искренней, вот и тебе будет искренность. Но будьте осторожны, человек может быть склонным не доверять. Мужчины очень часто не доверяют, точно так же, как и женщины, поэтому тут все нормально. Хорошо, давайте смотреть, насколько можно рассчитывать, на какое время можно будет рассчитывать в ваших будущих отношениях, ну, как быстро они будут развиваться, да. Здесь будет все зависеть от мужчины, от того, как он вас понимает, от того, насколько он вам доверяет, от того, насколько на одном языке вы друг с другом разговариваете, ну и насколько вы честны, опять-таки, с ним и с собой. Вообще, эта карта не самая медленная, поэтому я думаю, что ваши отношения будут развиваться достаточно интенсивно. Все-таки это король мечей. И по королю мечей главным аспектом является водолей, а это понимание, ясность, четкость, прозрачность и отсутствие агрессии и доверие друг другу. На какие жертвы, давайте опять углубимся в эту карту, вам придется идти. Вам придется жертвовать управлением. Поэтому, знаете, как активным партнером вам вряд ли придется быть или вряд ли возможно быть в этих отношениях. Поэтому вам придется жертвовать властью и управлением. Манипулировать этим мужчиной у вас вряд ли получится. Он сам будет той змеей, которую он не будет хотеть видеть в вас, но вам придется принимать этого отца жезлов, да, за отца, условно говоря, или за автора сценария и режиссера вашего будущего. Ну, как минимум на начальных этапах он не будет вам сильно давать возможность рулить ситуацией, да, то есть он не будет вам говорить, а давай, куда ты хочешь, например, поехать, да, или чего ты хочешь, да, в ресторане, условно говоря, да, то есть он будет брать на себя инициативу. Я об этом, не обязательно там в ресторане, но он будет навязывать свою программу, да, вот так вот. Тут такие карты выпадают. Хорошо. Давайте немножечко теперь по соперницам посмотрим. Здесь уж прямо лиса, змея, луна и сомнения, да, вот этот квадрат соперничества. И, кстати, здесь королева, дама пиковая, да. Будет ли у вас соперница, да? Придется ли вам соперничать за эти отношения? Эх, тройка, видите, тройка пентаклей выпадает. Не исключаю, и учитывая горы, да, трудности могут быть, и вы сейчас скажете, все, не буду смотреть, расклад не мой. Нет, он-то не ваш тогда, да, если вы не хотите. Но, возможно, вам для чего-то это надо услышать. Можете посмотреть не с точки зрения соперничества, да, а с точки зрения, какую духовную и физическую трансформацию вам надо пройти с этим человеком. Если вы скажете себе, что у вас соперницы не будет. Пусть не будет. Давайте так. Но тогда какие трудности вам надо преодолеть? Да, они будут, эти трудности, и, возможно, где-то трудности финансового характера, и вам нужно будет не останавливать саморазвитие для того, чтобы этот человек принимал вас
в той ценности, которую он ищет. То есть он ищет человека тоже самодостаточного, саморазвитого, самообеспеченного и работающего над собой, обучающегося, развивающегося и трансформирующегося. Да, вот. Ну хорошо, давайте тогда так. На какие трудности, с какими трудностями придется столкнуться вашему хитрому разуму? Вот так. Или что стоит преодолеть с этим мужчиной? Ну, где-то какие-то эмоциональные качели. Почему-то так. Особенно эмоциональные качели мужчины. Я не исключу, что это будут и женские эмоциональные качели ваши, особенно потому, что здесь Луна, и, возможно, этот мужчина будет вас штормить. Хорошо. Что вам откроется в этом мужчине прямо сразу же, да, вот с первых таких, ну, с первых дней, да, может быть, с минут. Но опять здесь выпадает королева жезлов. Вам захочется или им управлять, или вам откроется, что он может быть семейный человек, да, или семейный, или имеет влияние королевы жезлов. Здесь королева жезлов. Может быть, вы почувствуете какую-то магию. Но эта магия, скорее всего, будет либо от него прямо на вас, вы почувствуете, что он вас заколдовал. Имейте это в виду. Либо вы будете чувствовать, что что-то не договаривается по поводу прошлого в его семье. Ну и давайте спросим, а нужно ли вам углубляться в то, что он не договаривает о своей семье? Давайте вот просто спросим карты, как совет пойдет, чтобы он там не разбил вам сердце, например. Поначалу вам стоит молчать и сразу в этот вопрос не углубляться. Сразу же. Захочет, скажет, сколько по времени вам нужно, чтобы открыть или поднять этот вопрос на поверхность. А вы сами почувствуете, вам будет трудно дышать. И вот когда вы начнете трудно дышать в этих отношениях, будете задыхаться, вы спросите и поднимете этот вопрос о прошлых его отношениях, насколько оно ему мешает и насколько там королева жезлов может влиять и на что она влияет. Хорошо. Давайте посмотрим, чего ни в коем случае вам с этим мужчиной нельзя допускать и чего стоит опасаться. Чего угодно здесь непредсказуемо. Пустая карта, поэтому я так и скажу. Но смотрите изначально на стабильность мужчины. По якорю самым главным знаком это вы ощутите, помните, я говорил с самого начала расклада, что вы ощутите спокойствие. Поэтому, в принципе, если вам будет спокойно, то вам, скорее всего, особо переживать и не надо будет. Ну, а в жизни может произойти что угодно, поэтому нужно просто быть готовым ко всему, но постоянно, извините, быть на измене, как говорится, ну, точно не надо. Хорошо. Давайте теперь спрашивать. Есть вот этот вот король жезлов, да? Насколько будет он инициативен по поводу вас? Или быстр, да? Ну, он будет инициативен. Здесь дама бубновая или перекресток, скорее всего, у него таки кто-то будет, и эти отношения будут развиваться на фоне параллельных отношений, и вы, скорее всего, об этом будете знать. Возможно, не сразу, не с первых дней, не с первых минут, но вы узнаете, и ему придется делать свой выбор. Этот человек будет или сразу после развода, или в процессе развода, или вынужден будет разводиться. Да? То есть это где-то какой-то треугольник в процессе трансформации. Хорошо. А чего он хочет или будет хотеть добиться вместе с вами или добиться от вас? Он с вами будет хотеть уйти от прошлого и остаться с вами надолго. Так вот, интересный сегодня расклад.
Какие чувства он будет испытывать с вами вместе? Волшебные. Он будет с вами испытывать чувства вместе таких, которых он еще не открывал для себя. Но и поверьте, и для вас он откроет очень много магии любви, магии чувств, магии близости и страсти. Чувство волшебной лампы Аладдина не каждый день вам выпадет в прогнозе на будущее. Хороший прогноз. Чего стоит опасаться, если действительно есть королева жезлов или посторонняя женщина? Вам надо с ней как можно меньше общаться. Опасайтесь отношений и общения с женщиной, которая из прошлого. Не шарахайтесь, но как можно меньше контактируйте. Пока такой совет, во всяком случае, не на первых днях, минутах и так далее. Понимаете, чем позже, тем лучше. Видите, вам наоборот, чем позже вы туда заходите, тем лучше. Какие тайны он будет хранить от вас как можно дольше или будет стараться не открывать вам? Тайну страсти и, возможно, тайну умения контролировать женские энергии. Здесь лев держит белую розу в руках. Поэтому, он еще тот страстный лев, поэтому тайну своих энергетик. Может ли этот мужчина быть неосознанным магом, колдуном или человеком, который управляет энергиями? Да. Не обязательно маг-колдун, это может быть просто человек, который разбирается и в психологии, и в отношениях. Да, может быть. Какая неожиданность может вас очень сильно побеспокоить вместе с ним? Видите, здесь сова, совы, и неожиданности могут быть, да. Какие неожиданности могут быть? Побеспокоить вас внезапно. Здесь больше о прошлых отношениях, о прошлом браке, особенно если он есть, поэтому уделяйте внимание все-таки свое тому, насколько он в бывших отношениях и какая стадия там. Здесь прямо иерофант. Но также вас могут и беспокоить его родители, особенно отец. Хорошо, вот он стоит перед выбором. Что может стать стимулом, да, или побуждать? Что может его побуждать? Остановить или сделать выбор в пользу вас. Что может помочь ему сделать выбор в пользу вас? Ваша внешность, ваша чистота. Помните, да, я эти две карты вам уже раскрывал. Ваша внешность, чистота, ваша ясность, ваша прозрачность. И ваши лучшие качества. Те качества, которые мы здесь сегодня говорили, и те, которые вы считаете, да, и можете написать свои качества в свой дневник или в комментарии то же самое. Окей, хорошо, давайте посмотрим, как долго могут продлиться ваши отношения. Эта карта быстрая, поэтому риски рассорок, риски конфликтов, риски недопонимания у вас очень высоки. Поэтому пока что карты говорят, эти отношения могут быть недолгими. Могут быть. Почему? Из-за тех факторов, которые мы с вами здесь успели заметить, и из-за тех факторов, которые могут выплыть еще на поверхность. Хорошо. Что станет настоящей магией и волшебством в ваших отношениях, помимо того, что мы уже проговорили здесь? Вы знаете, это очень такая интересная карта, она о излишествах. Так вот, настоящим волшебством будет то, что вы в этих отношениях никого, кроме него
не будете хотеть, а он никого кроме вас. Поэтому настоящим волшебством для вас станет спокойствие в этих отношениях. Отсутствие обид, отсутствие чувства вины. И, возможно, счастье любит тишину, красота любит чистоту, а отношения любят диалог и взаимопонимание. Я вам так скажу, настоящим волшебством в ваших отношениях будет чистота и правда. Чистая правда, вот такое почему-то идет. Ну, здесь крысы, да, как отсутствие крыса. Здесь крыса как присутствие, наоборот. Получается, как чистая правда идет. Хорошо. А насколько вы будете понимать друг друга? Вы пообещаете что-то друг другу, и это обещание станет залогом ваших пониманий. Вы станете друг другу что-то должны. И эта карта достаточно темная. Что-то свяжет вас на материальном уровне, и оно станет чувством долга. А рядом карта, наоборот, отсутствие чувства вины. Ну, я скажу так. Ваше взаимопонимание будет обуславливаться, возможно, чистым ощущением тем, что вы должны друг другу дать. Чистым ощущением. Но также и ощущением того, что никто никому ничего не должен. И, скорее всего, вы будете понимать, что вас очень много связывает, вас много объединяет. И на материальном уровне вы не можете друг без друга и буквально сходите с ума. Но чувство свободного выбора и чувство того, что никто никого не обманывает, даст вашим отношениям очень прочную материальную связь. Сможете ли вы быть счастливы вместе? Пятерка. Пока что нет. Но эта карта не говорит о том, что вообще нет. Пока что на здесь и сейчас этот расклад подготавливает вас к каким-то испытаниям. Для чего? Не могу сказать. Это ваша будет история, это общий расклад, да, то есть это будет отдельное ответвление уже какое-то. Хорошо, а что вам нужно приложить или что входит в стоимость счастья, да, с этим человеком? А вот она, честность, то, что я и говорил, семерка мечей. Это преданность прежде всего и честное взаимопонимание. Вот честность и есть сумма платы. Да? Понимаете? Ну и смотрите, если связать эти две карты, повешенный, висящий он это кармические узлы, а вот он кармический узел. То есть и ценой за счастье с этим человеком будет разрезанный или развязанный кармический узел как с его стороны, но так и с вашей стороны. Будете ли вы вместе с этим человеком? Возможно, если будут соблюдены условия развязки кармического узла, учитывая эти две карты. Но вы будете стремиться к счастью и будете честны. Сможете ли вы построить счастливую семью? Ну, десятка уже кубков говорит об этом. Давайте спросим отдельно. Да, королева пентаклей, особенно это для женщины, для вас, это возможно. Тут даже карты говорят о возможности детей, и мы дополнительно спросим, а могут ли быть дети? Королева кубков, безусловно, они могут быть, но вы уже будете смотреть, нужны ли они вам, можете ли вы в своей ситуации, да, ну и про вас ли эта карта, да, потому что ну, в раскладе выпадают такие карты. Ну и вам совет. 13. Готовьтесь к жесткой трансформации, к жестким переменам. Готовьтесь встречать новые отношения, новую жизнь и готовьтесь увидеть, даже для начала, возможно, представить себя новым человеком,
Ну, а потом и увидеть в зеркале нового человека, который готов к новому партнеру и к новым отношениям. Старая жизнь, в которой вы жили, она уйдет, и ви будете жити абсолютно новою реальністю. Побачимось, почуємось і пам'ятайте, що все буде добре.